Привет, мои дорогие друзья! Обстрел Днепра и попадание в дом. Дом разрушен, из-под завалов слышны крики людей, масса раненых, убитые, пропавшие без вести. Люди кричат из-под завалов: мы не хотим умирать. Жуткие кадры. Эти кадры моментально обходят весь мир. Это становится топ-темой. И я сегодня вижу в газетах уже этот разрушенный дом. И вот в этот самый момент, когда идут обсуждения, что случилось, то есть самое основное предположение, в которое я тоже верю, ракета отклонилась. Ракета достаточно старая, неподалеку находилась тот самый объект инфраструктуры, да, ракета прилетает в дом. А психически, на мой взгляд, неадекватные люди начали обсуждать минирование, что, мол, дом был заминирован, дождались обстрела, взорвали. Мы это даже не обсуждаем. И очень значительное количество людей начало говорить о том, что ПВО, что ракета ПВО над городом традиционно сбивает ракету российскую, и эта ракета падает. Смотрите, не было бы разрушений, жертв и раненых, если бы не было обстрела. Это моя позиция. Все, зафиксировали. Но вдруг внезапно, в этот самый момент, когда идут обсуждения, когда нет видео, на котором ПВО сбивает, то, что там выдают за это видео, это очень спорное видео. Нет четкого видео, которое бы все объяснял. Внезапно советник Зеленского, Арестович, делает заявление. Заявление однозначное. Заявление он делает у Фегина. Заявление однозначное о том, что это ПВО, ракета, сбила ракету, и поэтому произошло попадание в дом. Ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, она взорвалась, когда упала. Это как подарок. Это как чудо просто. Но чуда в этом нет. Ну, имею в виду чудо заявления Арестовича для российской стороны. Но чуда никакого нет. Ибо давным-давно я заметил интересную тенденцию, и я не мог ее понять. Смотрите, на всех российских телеканалах федеральных цитируют Арестовича. То есть, как будто бы его надувают легитимностью. И я думал, какой смысл? Какой смысл показывать Арестовича, который постоянно гонит какую-то туфту, чтобы посмеяться над ним? Ну, может быть и так, да? А может быть и по-другому. Может быть придание ему значимости, настоящей значимости. Потому что Арестович много раз бил в штангу. Арестович много раз делал заявления, к примеру, там у России закончились ракеты. Через 3 дня происходит массовый ракетный обстрел. Потом он заявляет там еще, что у них закончилось. Потом он еще что заявляет. И это все опровергается. Такое впечатление, как будто бы Арестович выгоден российской власти. Плюс у кого он выступает? У единственного человека, который не поймал уголовного дела. Ни уголовного дела, ни розыска. Хотя другая российская оппозиция, или те, кто себя называют оппозиционерами, они имеют обыкновение почему-то сидеть даже за какое-то там высказывание, за статус, к примеру. Яшин заявил, что-то там написал, иди приземлись. В общем, в этот самый момент Арестович делает крайне важное заявление. Это важнейший тезис, который запускается. Что происходит после этого? После этого командование воздушных сил, вооруженных сил Украины делает заявление о том, что, конечно же, люди все на дыбах. Что? Зачем Арестович это сделал? Что он делает? Вооруженные силы Украины делают заявление. Мы не можем сбивать такого рода ракеты. Минобороны делает заявление. Это официальное заявление. У нас нет ракет для того, чтобы сбивать такие ракеты. Они делают такое заявление. Это мне говорит о том, что начался настоящая паника в офисе президента Украины. Хотя уже время было позднее, с субботы на воскресенье, хлопцы пьяни, но началась паника. Поэтому Минобороны сделала необдуманное заявление, конечно же, ибо пользователи, самые обычные пользователи этого самого интернета моментально нашли заявления предыдущие Минобороны о том, что они сбивали как раз таки вот эти самые ракеты. О чем это все говорит? Это все говорит о том, для меня лично, что Арестович давным-давно находится на связи, это мое личное мнение, находится на связи не только с одной стороной, что это все создание определенного имиджа, создание определенного лимита доверия. Экзальтированные тетки из Украины на ура смотрят просто Арестовича. На Арестовича буквально молятся. Кто ему создавал этот ореол легитимности?
Да, все вместе. Не только украинские СМИ, и может украинские СМИ в меньшей степени, чем российская пресса. Создается ореол о легитимности. Вот он заявляет, это важно, что он заявил. Арестович заявил то-то, а Арестович сказал это. И теперь никто не будет ставить под сомнение то, что заявил Арестович. Арестович сказал. Подождите, не может такого быть. До этого 99 раз Арестович говорил очень важные, нужные вещи. А сейчас вдруг один раз ошибся? Нет. Скорее всего, он не ошибся. Арестович поставил точку в этом. Из-за чего такой кипиш поднялся в офисе президента Украины? Я уверен, что они собирались использовать этот дом для того, чтобы надавить на западное сообщество. Причем на западное решающее сообщество. Причем этот дом является аргументом железобетонным. То есть, смотрите, у нас не хватает систем ПВО, у нас их не хватает, вы нам их не даете. Вот к чему это приводит. Но после заявления Арестовича все эти требования превращаются в полное дерьмо. Потому что как раз таки, получается, мы вам даем систему ПВО, вы не умеете ей пользоваться, сбиваете ракету, она попадает в дом, убивает людей. И такие кошмарные кадры происходят. Не хотим мы, наверное, вам давать системы ПВО. Я не знаю, сколько стоил этот тезис, который был запущен Арестовичем. Для другой стороны, я никогда в жизни не поверю, что это происходит на безоплатной основе. Но если это реально так, самая гениальная операция, которую я даже мог себе представить, с учетом того, что я уже абсолютно не верю в разумность, к примеру, управления разведок Российской Федерации. Я не верю в это. Тем не менее, я вижу это. Сейчас все вокруг начинают кричать: Арестович агент, Арестович агент ГРУ, Арестович агент... Да ничего вы с этим не сделаете уже. Не сделаете, потому что вы сами его пестовали. Потому что заявить о том, что российские спецслужбы смогли так тонко подать своего агента под видом еще и советника президента, которого все цитировали много месяцев, это расписаться в своей полной несостоятельности, в своем полном дебилизме. Причем Арестович, который в свое время посещал с определенными целями, Арестович, который до этого говорил: извините, я вам врал, делал такого рода заявления, он постоянно пробовал. Арестович далеко не дурак, не клоун. Арестович постоянно пробовал, куда он может зайти. Он катался на танчике, он смеялся тогда, когда происходили обстрелы, он приоткрывал это окно возможностей. Сейчас, по сути, он может выйти в эфир и сказать: вы все тупые лохи. Честно говоря, подставляйте лица, и я хочу на них помочиться. И ничего не будет. Потому что много месяцев он внедрялся. Что дальше? Смотрите, он однозначно поломал эту историю украинской власти. ПВО теперь запрашивать не будут. Кроме того, это становится великолепным аргументом в руках российской власти. То есть они начинают говорить, если не совсем тупые и не спившиеся идиоты, то тогда, конечно же, они начнут говорить о том, что смотрите, как они используют ПВО, посмотрите, что происходит, вы им даете ПВО, да это же преступление и так дальше. Конечно же, если они опять-таки не совсем уже отгулявшие свой век придурки, то, конечно же, они начнут это делать заявление на официальном уровне, не только в телеграм-каналах, да, и, конечно же, это станет частью российской официальной повестки, вот это вот заявление Арестовича. Смотрите, у меня все. С Арестовичем, опять-таки говорю, ничего не будет. Он уже сделал заявление. Никто нас не осудит, никто нас не осудит. Нет, это, конечно, перебор со стороны Арестовича. Но опять-таки, его слишком глубоко втулили для того, чтобы теперь его оттуда вырывать. У меня все. Тем, кто это придумал, мои аплодисменты. Действительно, друзья, значит, пара умных человек там есть. Хотя это читалось. Пока.